Ребята, всем привет, с вами Феникс. Итак, продолжаем наши побегушки по Черноруссии. Как помните, из прошлой серии мы там умирали, и мы все-таки выжили. Как вы видите, я уже выгляжу немного по-другому, вернее, да, совсем по-другому. То есть я за кадром заходил, еще туда побегал, все-таки я выздоровел, все-таки я вылечился. Причина, почему я постоянно болел, так до конца и не ясна. Скорее всего, либо какая-то грязная еда, либо грязные руки. Ну, короче, мы там умирали, и кое-как мы все-таки выжили. И за кадром я еще побегал несколько раз там по аэродрому и, соответственно, чуть-чуть приоделся. Вот так я теперь выгляжу. То есть я нашел хороший рюкзак, нашел куртку, шлем. То есть с обувью проблемы, с вооружением у нас тоже проблемы. То есть у нас как бы оружие есть, но на него нету магазинов, нету патронов, нету. Соответственно, то, что я смог продать, я продал. Там не так было много. Продаются вещи дешево, покупаются очень дорого, поэтому мы сейчас бежим. Короче, топаем на аэродром. Наша задача найти на наше вооружение патроны и на наше вооружение магазины. Посмотрим. Но есть и хорошие новости. Я, бегая по военке, по тем зонам, которые без зомби, да, я нашел там несколько банок с консервами. То есть у нас сейчас по еде более-менее все. И нашел еще одна фляга есть. Соответственно, мы теперь можем отпиваться, не бояться. Вот по воде, вы видите, мы уже отпились. По еде у нас еда есть. Как бы мы плюс-минус сытые и плюс-минус утолили жажду. Сейчас топаем обратно на аэродром. Воевать с зомбарями не получится, к сожалению, потому как у нас кроме кувалды из вооружения ничего нет. Но как только мы найдем патроны на наше вооружение, у нас с вами есть автоматик. Вот такой вот с магазином уже даже. КАЗ-72У, да, 5.45-39, довольно плохое, как бы по калибру вооружения, да. Давайте все-таки мясо доедим. Последний кусочек остался мяса, но есть еще консервы. Ну, посмотрим. Конечно же, лучше совсем другое оружие, гораздо большего калибра. Мутантами это вообще не вариант воевать. На спине у меня висит винтовка на 308 патроны, это винтовка, да, но на нее нету ни магазина. Магазины довольно часто попадаются, кстати, на военке на нее. Я почему ее не продаю, возможно, получится найти. Ну и патроны, у меня одна коробка, по-моему, патронов была на нее. Посмотрим. У нас, к сожалению, темнеет, поэтому как там получится добежать, не знаю. По одежде у нас рюкзак в принципе хороший. То есть все, что будем брать, все будем продавать. Рюкзак хороший. Собирать будем, ну если не все, то довольно много. По вооружению нам нужно собрать хотя бы 1100. Для того, чтобы можно было хоть как-то закупиться. Сейчас там у нас денег, что в районе 30 тысяч. Но я, честно говоря, ничего особо не продавал, потому как один раз я всего лишь прибежал оттуда. С военки я распродался, попродавал всякие вещи. Ну и они там стоят копейки на самом деле. То, что дорогое, можно продать. Ну, надо там побегать, поискать. А я не могу этого сделать, пока у меня нету нормального оружия. Пока у меня в принципе да нет оружия, если так разобраться. Я даже сейчас охотиться не могу. Вот. Но у меня уже есть нож. И это радует. Да. И это, кстати, радует. Так, что у нас тут? Есть, ну, кстати, есть кастрюля. Вот еще. Вот еще момент. У нас есть кастрюля и есть немножко там буквально по 1-2 таблетки различной медицины. То есть сейчас будет чуть-чуть попроще. Как только у нас появится с вами адекватное вооружение, и самое главное, появится глушитель, потому что глушители не продаются. Я посмотрел на этот автомат-глушитель, хотел купить. Думаю, ну хоть что-то, чтобы было. Да, вот, к сожалению, глушители купить нельзя. И плюс коробка патронов на этот автомат стоит 8000.
Ну, для того, чтобы было для понимания, винтовка на 308, которая у меня висит на спине, она стоит здесь продать 20 тысяч. А коробка патронов 5,56 стоит 8 тысяч. Ну, как бы понимаете, да? Разница в цене. И то есть тут лутаться, еще раз лутаться. Побегаем, посмотрим, что и как. Что и как. Темнеет. Конечно, плохо, что темнеет. ПМВ, к сожалению, нету. Может быть, получится найти. Вот видите, по медицине есть. Самое главное, есть витамины. Ребята, витамины. Как я понял, по поводу болячки, которая у меня была, да, и я не мог никак выздороветь. Я лечился, в принципе, правильно. Но там не было очень важного компонента. У меня не было витаминов. Вот это, как оказалось на этом сервере, очень важно. То есть нужно было пить в комплексе. Там тетрик и витамины, активированный уголь и витамины. А витаминов у меня, к сожалению, не было. То есть низкий иммунитет, соответственно, полная фигня. И еще тут заточен сервер под такие моменты. Например, тут можно делать курятник, продавать яйца, да, продавать там мясо, готовка есть. Ну, вот эти вот все вещи тут выгодно, продавать выгоднее всего. Плюс есть такая вещь, в принципе, мы также посмотрим на военке, как называется, программатор. Такое тоже есть, может быть, мы найдем. Либо вот есть тоже катана, как я вам уже до этого в прошлой серии говорил. Кстати, кто не смотрел прошлую серию, обязательно посмотрите. Там реально серия была мучения, а позапрошлая серия на этом сервере, там мы вообще, по-моему, умирали. Да, там была вообще смерть, я, правда, не помню, это была прошлая. О, загорки. Отлично. Жарковато, да, нам? Давайте заживнем сразу. Еды у нас еще не полная, можем отъедаться. Чтобы слоты мы не занимали. Давайте перекусим. У нас такое, побегушки и бубнёж мой сегодня будете слушать. Наша задача сегодня постараться привести наше вооружение в боевое состояние, скажу так. То есть нужны патроны, нужны магазины, нужны... А может, кстати, вооружение найдем нормально. Хотя бы ММ-ку найти, М16 хотя бы. Ну, попробуем, не знаю, насколько это получится у нас. Мы сейчас посмотрим на военочку. Разок, хотя бы один раз. А потом уже посмотрим дальше. Что у нас будет дальше. Я по этому серверу решил сделать таким образом, чтобы вам постоянно это не надоедало. Потому как здесь, ну, реально лутаться придется, ну, очень много. Сервер заточен под постоянное лутание, еще раз лутание. И мы сделаем следующим образом. Я буду лутаться как бы на аэродроме, сейчас полутаемся эту серию нормально. А потом я буду периодически именно заниматься беготней и лутанием, ну, за кадром. Для того, чтобы вам это дело не надоедало постоянно. Одно и то же, и еще раз одно и то же. Посмотрим. Стройка будет точно, попытаемся там завести этих куриц. Для этого нужны, по-моему, мешки нужны, чтобы их там ловить. Ну, с этим еще вопросом будем разбираться, посмотрим. Да, нам нужно ПМВ обязательно, нам нужно желательно очень катана. Либо какое-то вооружение, которое будет там ваншотить зомбарей, да, сразу же. Так, а куда мы бежим? А то я бегу с вами тут разговариваю. А, да, я вот, кстати, на правильном пути, да? Отлично. Я на правильном пути. Да, вода у нас опять уже желтая. Ну ничего, по воде у нас проще, потому как теперь есть что есть и есть что пить. И вообще можно ускориться. И вообще можно и нужно ускориться, наверное. То я как-то очень вольготно тут так топаю. Так, тут дорога. Я побегу по старой схеме, чтобы не нарваться на зомби. Посмотрю еще раз, что там такого интересного у нас есть.
Не знаю, насколько интересно вам ночью, конечно, будет смотреть, потому как здесь ночью просто такие вырви глаз. Ну, посмотрим. Возможно, я просто ночные побегушки свои тупо вырежу. Если ничего интересного не будет. Возможно, сделаем так. Посмотрю, потому как ночью это такое дело. Ночью это дело такое, тут бегать, конечно. Да, нужно будет запасную обувь найти обязательно. У меня есть скотч один. То есть уже какой-то элементарный ремонт возможен. Так что посмотрим. Ну и вооружение это, конечно же, в первую очередь. Потому как это хорошо, что на военке есть такие зоны, где можно поначалу вот такой кепки, как я. Но это уже не кепка, не совсем кепка. Нашел шлем опять-таки уже. Там есть точка, где эти шлемы появляются, оказывается. Там самолет упавший. Но возле этого самолета бывают, кстати, и собаки появляются. Такая тоже здесь дичь есть. Поэтому там надо быть очень аккуратным. И на аэродром падает аирдроп периодически. Там тоже недалеко от нас аирдроп охраняют мутанты. А против мутантов я не то чтобы бесполезен, но я вообще ни о чем. Я просто как голый перед ними сейчас. Сейчас меня убить это вопрос буквально одного-двух ударов для того, чтобы меня сейчас убить. Так, тесак. Не знаю, надо или не надо, но я возьму. И самое приятное, у нас теперь есть перчатки. Соответственно, мы можем обыскивать мусорки и находить еду. Перчатки собираем все и не продаем их вообще никакие. Даже плохие, поврежденные и прочее такое. Так, ребятки, вот и расцвело. Я, к сожалению, не добежал. Ночью вообще ничего не видно было. Просто. Я даже ночью не добежал до точки нашего назначения, потому что было вообще ничего не видно. От слова совсем. Поэтому, ну, бежим с вами вместе. Да, вон он уже наш самолет. Это, конечно, вообще была жесть. Темень такая, не видно на расстоянии там нескольких метров от себя. Так как у меня ни фальшвейера, ничего такого нет, сейчас все это потратили мы в прошлой серии. Соответственно, я и ждал, пока будет у нас рассвет, чтобы расцвело и было все нормально. Так. Что еще узнал, пока был на трейде, на алтаре. Есть здесь на Тисах трейд, где продаются всякие ништяки, да, и этот трейд небезопасная зона. То есть там есть мутанты. Чтобы попасть на трейд, на тот, нужно первоначально отстрелить мутантов. Соответственно, нужно вам определенный вид. Вот, пожалуйста, вон есть корова, да, по-моему. Но мы ее убить не сможем. Да, вон она бегает корова, убить ее не сможем, потому что у нас нечем это сделать. Возможно, даже, ну, не знаю, кувалдой мы навряд ли корову навернем. А свои полить... Ну ладно, сейчас попробуем. У нас есть вайга, там есть пару патронов, но возле военки это делать, это, сами понимаете, себе дороже. Не получится. Не получится, не догоним мы коровку. Ладно, живи. Живи, корова, и может быть на обратном пути, если вдруг мы чего-нибудь себе полезного найдем. Из патронов, может, глушитель найдем какой-нибудь. Там, может, тебя и пристрелим на обратном пути, если ты еще живая будешь, конечно. То догнать вообще не вариант. О, кто-то уже тут есть, я так вижу. Проблема на сервере со строительным лутом. Ничего не продается. Все только нужно искать. Все только исключительно ищется. То есть тут построиться — это целая история.
Это нужно заниматься тут торговлей, закупками, продажами. Тут вообще в этом плане нужно торговать постоянно. Торговлей заниматься вообще бесконечно. То есть он отчасти сервер хардкорный, но отчасти такой с уклоном на торговлю, настройку. И как только ты построился, как только ты там построил, к примеру, это что у нас такое? Вот, топазик. Построил, например, там курятник, да, птичник, и у тебя есть чем их прокормить, и ты можешь там собирать уже яйца с птиц. Соответственно, все, ты король мира. Так, я периодически через таб смотрю, что вокруг расположено, потому что очень часто бывает такое, что вот визуально не видно, а через табуляцию мы смотрим, посмотреть приближение, да, и мы видим там что-нибудь лежит. Так, не буду сюда пока заходить. Все, идем по старой схеме. Аэродромчик, привет. Пока двигаемся по старой схеме, ребятки. Смотрим сейчас эту, так, зомбарь. Обойдем, давайте его стороной. Сейчас посмотрим вот эту военку. Как раз вода будет нужна, и сбегаем к дальней военке, тоже посмотрим. А там, если вдруг мы найдем здесь, на этих военках, вооружение, которое можно будет использовать, ну, то есть патроны, глушитель, магазин, ну или на то, что у нас есть, может даже получится повоевать именно с зомбарями и посмотреть что-то еще. Есть тут хорошая штука, как нож ЗСУ есть. Он такой очень-очень долго руинящийся, у него там жизни тут под миллион. Что-то такое там. Есть тут одежда сервера Адаманта, есть одежда казака. Вот на мне сейчас тактическая куртка с большим количеством слотов. Например, это тоже чисто серверная вещица. Так, пока все собираем. Будем все продавать, поэтому берем вообще все. Как пылесос, втягиваем в себя все, что есть. Все, что есть, нам все это нужно. Просто пылесосим все подряд. Самое ценное, что здесь есть, я пока не могу это забирать. А именно тут есть... Давайте заберем, ладно. Может быть, на ее месте потом заспавнится что-то получше. Так, кто-то там что-то продает, отдает. Есть ящики. Ящики с вооружением, но чтобы вскрыть ящик, нужен лом. Его найти — это целая история, целая проблема. Или отмычки, ну, чем вскрывать ящики. Мало того, каждый третий ящик, насколько я узнал, он взрывается. Соответственно, ты не знаешь, сколько раз ты откроешь ящик. То есть не каждый третий твой ящик, а вот на сервере есть там ящики, да? Ты можешь 3 ящика подряд открыть, и все 3 ящика подряд будут взрываться, к примеру. А можешь там открывать 5-6 ящиков, ни один не взорвется. Вот. Для того, чтобы переживать все вот эти вещи по поводу взрывов, да, тут есть костюм сапера. Тоже находить его надо. Ну, вот такая вот история. Тут как бы заморочиться надо. Ну и тогда ты уже в ящиках сможешь более-менее что-то находить интересное. Ну вот как-то так. Так, это что у нас тут? Перчатки. Перчатки собираю все, даже поврежденные. По крайней мере, сейчас, пока у меня приклад. Ну давайте заберем место, пока у меня есть. Пока в инвентаре есть место, будем все это грести, потому что все это можно будет продать. И вот сегодня такая бегательная будет лутательная серия. Как вам вообще, ребят, сервер? Сервер довольно интересный, но специфический. Как вот я вижу, мне сервер нравится. Он специфичный тем, что здесь нужно заморачиваться с многими вещами. Прямо вот, знаешь, задротством таким заниматься. Но в этом есть определенный свой интерес. Тут очень мало лута, очень мало. Особенно если не брать военки какие-либо, тут лута практически нету.
Но то, что есть за пределами военок в деревнях, да, там те же швейки, скотч, там точильные камни и прочее, это очень-очень ценный лут на этом сервере. То есть сервер заточен под усиленное... Блин, кто-то тут шаман какой-то бегает. Под усиленное лутание. Шаман. Ёлки-палки, не дал нормально полутаться. Не дал чувак нормально нам полутаться здесь. А, подождите, он... И тебя ж не было, шаман. Я же когда заходил, тебя тут не было. Так, обувь. Обувь тоже нужна. Вот, и поэтому... А, он в доме что-то там шарится. Ну, пусть шарится, ладно. И поэтому... Так. Ну, он тут, наверное, все прошел уже. Или практически все. Да, собираю все, что есть. Поздороваться с шаманом. Наверное. Да, ничего нету. Он тут уже везде побывал. И самое плохое, вот то, что я вижу на этом сервере, то, что люди иногда выходят. Ну вот прям здесь на сервере вышел, на сервере здесь же, ну не на сервере, на точке вышел, на точке на этой же и зашел. То есть как бы вот народ вышел, где-то пошарился полчаса, зашел, опять по этим точкам побегал. Вот эти вот, которые без зомби. И опять вышел, пособирали там какой-то хороший лут, да, такой, и все. А он побежал, он дальше. Где-то бегает непонятно где-то. Ну пусть бегает, ладно. Так, армейская сумка. Пока я говорю, собираю все, потом буду выбрасывать. Потом буду выбрасывать. Тут уже шаман прошелся, этот чехтон тут был. Судя по всему. Он в домах как-то шарится, не знаю, что он там ищет. В домах, по-моему, ничего нету. Так, полимерный прицел. Опять-таки ничего хорошего нет. Но мы тогда сейчас быстренько просмотрим, что здесь. Да, вот он пооткрывал уже все контейнеры. Он тут уже везде побывал. Боевой рюкзак пока заберем. Еще такой момент. Тут есть несколько видов спавнится визор вещей, которые ценные. Вот часто бывает, игроки ищут конкретно эти вещи, тут пасутся постоянно. Вот, пожалуйста, комплект для чистки оружия. Очень ценная вещь на серваке. Вот он не зашел туда и не взял. Так. Что еще тут есть? Вот что-то еще лежит. Мешок тоже ценная тут вещь. Слышите, стрельба идет. Кто-то с кем-то уже воюет. Где-то отстреливают зомби. Кто-то с кем-то воюет. Постоянно тут какие-то люди находятся. Постоянно. Сервер очень живой. Очень живой. Особенно в вечернее время. Тут несколько десятков человек есть просто всегда нон-стопом. Сервер забит всегда больше, чем наполовину. Я сейчас постарался зайти. Это с утра я захожу сейчас. Постарался зайти в то время, чтобы на сервере было народу поменьше. Наоборот, чтобы можно было полутаться. Вот как я как кепка мог хоть немножко полутаться. Но не тут-то было. Тут сейчас несколько десятков человек на сервере. Поэтому... О, бизон как бы такое оружие. Но, тем не менее, это оружие. Уже что-то есть. Здесь, смотрю, контейнеры закрыты. Может быть, его тут и не было. Может быть, повезет. Я бы, конечно, от эмки не отказался. Потому как... Но бизон был с глушителем.
Вот ящик, то, что я вам говорил. Ящики, которые вскрывать можно. Армейский ящик, да, но вот у него проблема такая, что он взрывается. Вот здесь он уже был, уже видно, видите. Куртки там такое валяется. Почему они не берут? Ну, уже залутанный, скорее всего, этот шаман, который здесь бегает. И ему это, скорее всего, просто уже ничего не надо. Потому как у него все это есть, стоит оно копейки для залутанного персонажа. Но для меня это, как для кепки, это деньги, любые деньги мне нужны. Да, вот он и здесь уже побывал, видно, открыто все. А мне, как кепки, все это надо. Сейчас посмотрю я еще здесь. Может, что-нибудь хорошее есть. Я очень надеюсь, что он не был на дальней военке. Прицел барака. Вот я не вижу, что он то бежал, но на ту военку, на дальнюю, там надо быть очень осторожным. Как я вот тоже опять-таки узнал здесь, общаясь. Туда прилетает газ. То есть тут, по всей видимости, много точек, куда чего прилетает. Поэтому надо быть осторожным. Шлем мы берем. Буду бегать, пока есть возможность складывать лут. Потом будем его просто продавать. Вот видите, он опять бегает вверху. Что он там разыскивает, непонятно. Вот такая история, видите. Человек, возможно, знает точки спавна какого-то прикольного лута. Или находил постоянно там. И вот он шарится в одних и тех же местах. Ну вот как-то так. Ладно, мы тут посмотрели, тут ничего такого интересного нету. Побежим тогда на вторую военку. Вот 25 человек нас тут бегает на сервере. А представляете, когда их тут вечером 50 бегает? Тут очередь. Очередь на лутание. Да. Так что не знаю, во сколько надо, в 5 часов утра заходить. Чтобы можно было хоть что-то найти. Ну, посмотрим. Радует еще другое, что все-таки не все топовые залутанные игроки тут пылесосят эту зону постоянно. Так, вот у нас что такое магазин? Вот так, как я сейчас собирают все. А многие ходят уже по данжам. Тут много данжей. Но все данжи, они все с мутантами. Соответственно, попасть в какой-то из этих данжей, ну, это проблема еще та. Для кепки это, как я, это, ну, я считаю себя сейчас кепкой, считаюсь. Все равно, вне зависимости от того, что у меня сейчас много всего на меня нацеплено, но толку от этого, сами понимаете. Ну, от зомби я там, может, еще отмахаюсь как-то, от нескольких. Опять-таки, тут зомби такие довольно тяжелые, которые военные. И, соответственно, я там, может быть, от парочки отобьюсь. Но, опять-таки, если на меня толпа налетит, то мне будет капец просто. Ладно, давайте сбегаем. Надеюсь, ничего не прилетит на дальнюю военку. Заодно там у нас есть самолет. Мимо него надо пробегать очень аккуратно. Вон этот самолетик там. Потому как там бывают мутанты. Ну, как мутанты. Там собака бывает. Периодически, как мы сказали, бегает. Так, я там видел военного. Вот это вот военный, вон он ходит один, да? Я бы заглянул в эти ангары. Но есть опасения, что тут, да, вон еще один стоит. Может, они сейчас далеко будут где-нибудь, не будет здесь никого, а? Прям внутри вроде никого нету, да? А тут тоже по луту ничего я не вижу. А нет, что-то там лежит. Вот что-то есть. Это что такое? Вот, шпаклевочка. А ей можно, насколько я знаю, ремонтировать там всякие бронежилеты, каски. Потихоньку, не спеша, сейчас что-нибудь найдем. Тут ничего нету. Это спасибо добрым людям, как говорится, что рассказали, показали, где что. Я бы тут в жизни бы этот маршрут бы не знал.
Так, там еще наверху может что-нибудь лежать, да? Ну, как бы тут ничего нету, но вот шпаклевка уже хорошо. И опять-таки, как только появится у нас вооружение, мы сможем ходить уже по другим местам. Там есть что-нибудь? Я не вижу. По-моему, там ничего нету. Так, попробуем сейчас зайти сюда. Никого тут нету рядом. Вроде бы никого. Вроде бы никого. Пистолетный глушитель. Вот пистолетные глушители, да, там ходят по военке, туда лучше не лезть пока. Да, пистолетный глушитель вещь, конечно, может быть и хорошая, но не в нашем случае. Сейчас, конечно, это ни о чем. Особенно на военных зомби. Особенно на военных зомби. Ладно, посмотрим. Посмотрим, что и как тут. Да, конечно. Ну, ладно, рискнем. Давайте я побегу, наверное, по той стороне. Там, если что, там, по-моему, есть ящик, да, постоянно падает. На него можно залезть. Или машина, вон, на нее можно тоже залезть, кстати. Если вдруг там кто-то будет. Но пока я никого не вижу. Пока мне, так сказать, везет. Да, вон, я вижу, есть. Есть ящик. Возле нее вроде бы никого и не вижу. А ну-ка, подождите, дайте. А, у меня есть уже на быстром слоте стоит. На шестерку, да? Да, ящик есть. Собаки я никакой не вижу. На всякий случай. Давайте посмотрим. Может, что-то полезное есть. Если, конечно, тут уже никто не побывал до нас. Ага, понятно. Прицелы, ничего полезного. Вот глушитель есть, кстати, может быть, пригодится. Так, есть вот это счастье. Тут пусто. Топор. Я нашел топор. Ребята, это уже что-то. Я нашел топор пожарного. Это как бы не вау, конечно, но это уже какое-то оружие, и, наверное, даже получше будет, чем кувалда. Какой-то был звук только что странный. Мне он не понравился. Не, ну его нафиг. Что-то мне не нравится. Какой-то звук был похожий на скуление собаки. Когда я внутри был в самолете. Может, конечно, в самолете что-нибудь там скрипело, но не хочу проверять. Так, топор. Где ты? Всякого хлама, конечно, я насобирал много. Ну ладно. Нетронутый. Ну, топором воевать хоть можно будет. Хоть как-то, да. Топором, если что, повоюем. Все, отлично. По воде можно будет отпиться. Кстати, отпиться можно, пока бежим. И у меня тут не только флягаш есть, у меня еще кастрюля. Где-то стреляют так усиленно, капец. Есть еще кастрюля, которая тоже... Да, аэродром такое место, где все хотят поживиться чем-нибудь. Какие-то звуки постоянно рядом. Непонятные. Так, главное, чтобы здесь сейчас первое, ничего не прилетело. Это первое. Второе, чтобы никто не воевал на той стороне с кровососами и, к примеру, кровосос не прибежал за человеком сюда. Если, не дай бог, кровосос... У меня нету ни крови, нету ни переливашки, ничего этого нету. То есть я против них вообще как ребенок беззащитный.
Нету, вроде бы нет. Потому что если вдруг что, то мне а стреляют прямо уже рядом. О, фальшвейер, отлично. Ночью хоть как-то можно будет хоть что-то увидеть. И есть все-таки шанс, что на этой военке никого не было. Да вообще рядом справа где-то стреляют. USG-шка. А где-то тут стреляют, прям вообще близко. Ладно. Буду надеяться, что все-таки мне повезет. Эх, все-таки, надеюсь, повезет. Ладно, я пока побегаю, что-то мне есть, как говорится, не сильно спокойно бегается. Ну, прицелы. Ну, все пока такое копеечное. Все пока по продаже копеечное, конечно, но это хоть что-то. Так, давайте пробежимся сюда, посмотрим. Нам в первую очередь оружие, нам нужно вооружение какое-то. Но по оружию тут пока вообще голяк. По нормальному USG она очень дешевая. Во-первых, на продажу, во-вторых, калибр вообще никакой. Да, патрульная куртка. Хотя бы М-ку найти, хотя бы М-ку. И на нее все эти обвесы. Тут, ну, по идее, должно быть, я думаю. Что-нибудь такое. Камуфляжный шлем. Ну, не знаю, посмотрим. Пока прям... О, какой-то магазин. Магазин на Мак нет. Да, какие-то по мелочам вещи валяются, но нет того, что бы хотелось увидеть. Летак. Самолет в Мышкино летит. Мышкино отсюда далеко, слава богу. То есть это сейчас скинут аирдроп с мутантами, так сказать, да? И он будет далеко отсюда, это хорошо. Самолет в Мышкино, это хорошо. Все у нас будет впереди. И аирдропы мы лутать с вами будем. Все будет нормально. Но это все будет впереди, когда у нас будет уже более-менее адекватное вооружение. Когда мы хоть как-то будем защищены. Хоть что-то у нас будет. А сейчас, когда у нас кроме рогатки ничего нету. А, топор, да, топор. Теперь есть топор еще. Ну, я так условно говорю, да, рогатки. Мы сейчас только можем перешибить зомбаря, да, своей соплей. По-другому даже не скажешь. Так, магазин. Магазин, по-моему, на тот автомат, который у нас есть. Коробка патрошек. Патроны вообще все собирать, получается, надо, да? Магазин. Еще один. Пока грибу вообще все, что вот попадается под руки. Конечно, это неправильно. Я понимаю, что это неправильно в том плане, что, ну, хлам нагребаю, время трачу. Но нужно с чего-то начинать. Армейские штаны. Хотя, что у меня там хоть за штаны надо посмотреть? Уже есть хочу. Так, есть хочу и пить хочу. Давайте пока бахнем спрайт, чтобы место не занимало. Бахнем немножко спрайтику. Есть. Есть такое дело. Так, корова. Ну, если та коровка никуда от нас не денется, когда будем выходить, мы ее, конечно же, с вами замочим. Тут как-то пусто, прям очень пусто. Но тут столько народу. Кому-то груз упал где-то. А, на Синистоке груз где-то упал. Так, пусто, пусто. Вы посмотрите, везде все прям, блин, пусто, все залутано. И тот красавец, наверное, все-таки прибегал сюда. Еда. Еда, 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 еда. Все. Еще плюс поедим. Еще один магазин нашли. Не на наше оружие, к сожалению. К
сожалению, ну заберем. Бери в руки. Да, мы, конечно, лутаем по факту, наверное, процентов 10, ну, наверное, не 10, допустим, процентов 20 от всей военки. К сожалению. Но хорошо, хотя бы мы это делаем. И этого ж тоже могло не быть. Но сейчас мы уже отъелись, мы уже отпились. У нас есть какое-никакое оружие, ну хоть какое-нибудь холодное, да? Есть какое-никакое с вами оружие наполовину собранное уже. Уже 27 человек, смотрите, вот день, как говорится, идет к своему обеду, и народ прям активно заходит. Попросыпались, сейчас тут будет движ, уже 27 человек. А времени, чтобы понимали, сейчас у нас 11 часов дня. Ну, такое. Да. То есть, как видите, лутаться я буду не только с вами, лутаться я буду без вас, потому что вот сами видите, все очень пусто. Очень так пустовастенько. Так, это мы все посмотрели. Давайте там посмотрим. Там еще отопьемся. Воды у нас, если смотреть по статам, 3700 из 5000, как бы более-менее. По еде у нас плюс-минус то же самое. Есть рюкзаки, уже второй, по-моему, рюкзак у нас, да? Много гранат, кстати, попадается, дымовых. Очень много. Уже штуки 4 или 5. Ну вот что-то из путевого вооружения какое-то. Вот этого, конечно, у нас нету. Сигнальная ракета. Это, скорее всего, в других зонах, там в более таких интересных. Куртку нашли. Да, да. Это надо изучать отдельно, наверное. Смотреть, читать, изучать. Тут, я так понимаю, столько всего еще крафтится. То, чего я не знаю. Очень много. Мусорку обыскать можно? А мусорку обыскать нельзя, к сожалению. Так, колонка. Давайте заполняем нашу флягу. Заполняем нашу флягу. Сейчас попьем сразу. Так, сразу давайте отопьемся чуток. Да, есть такое. Давай, дружок, отпивайся, отпивайся, отпивайся. Отъедайся, отпивайся. Будем... Еще, конечно, очень важный момент, то, что здесь нужна машина. Без машины, даже и самый дешевый, без колес, без быстрого перемещения по серверу, ну, тут просто чокнуться можно. Поэтому нам нужна катана, насколько я понимаю, для того, чтобы ваншотить зомби. Нам нужно нормальное какое-то вооружение, для того, чтобы хотя бы посещать все трейд-зоны мы могли. Ну, хотя бы среднее, да, не какое там прям супер, а хотя бы среднее какое-то вооружение. И нам нужны хоть какие-либо колеса, ну, хоть что-нибудь. Потому как с такой скоростью перемещаться, ну, как бы ни о чем, да, эта торговля такая будет ни о чем. Сколько мы там сейчас принесем, поторгуемся? Ну, вообще по мелочи. Вообще по мелочи. Так, ну тут... Бегу обратно, куда деваться. В надежде, что будет там все-таки какое-то оружие. Бегу обратно, куда деваться. Приходится курсировать туда-сюда, туда-сюда. Ну, тут я был, тут ничего нет. И он так быстро навряд ли переспавнилось. Если только кто-то до меня проходил, ну, тогда еще может быть. А так как тут прошел еще я... Да, пылесосом все это дело стянули теперь. Давайте зайдем сейчас в домик, мы тут не были. Мы в этом домике не были. Тут все пооткрыто везде. Сколько тут народу уже прошло, неизвестно, да? До меня. Да, открыто вообще все. Ну, понятно, да. Что-то здесь найти, это целая будет проблема. Я понял. Можно... О, подождите, что-то лежит. Можно даже сильно не стараться.
Можно даже сильно не стараться, да? Да, давайте выше еще поднимусь. На крыше может что-нибудь быть, нет? На крыше ничего нет. Да, и сильно задерживаться на этой конкретно военке не надо. Потому как сюда прилетает, я уже говорил, газ. Кстати, на той военке, может быть, там игрок и бегал постоянно туда-сюда. Может быть, туда ничего не прилетает. А прилетает там сюда, например, и в другие там места. Потому как, да, тут ничего не заспавнилось. Да, вон они там зомби. Все-таки интересно, мне говорили, там ходят кровососы. Но я ни одного не вижу. Кстати, стрельба затихла. На военке затихла стрельба. И не буду я рисковать туда идти. Сказали туда прям не идти под строгим. Обычные зомби, я вижу, ходят. И вон обычные зомби. Прям туда типа только пойдешь и все, и капец. Особенно в район заправки. Может быть, конечно, они такие, знаете, невидимые, какие-то призрачные все эти кровосиси. Но я никого не вижу. Так, ладно. Ну, ничего мы не нашли то, что мы мы лут нашли, конечно, но не нашли то, что нам нужно. К сожалению. Вот, ну как-то так, как-то так. Сейчас еще раз на обратном пути на эту военку лутанем. И на выход пойдем уже с аэродрома. Потихоньку, может быть, получится ту корову все-таки завалить. Может быть, вольнем ту корову. Да. Но тут точно ничего не будет, потому что мы там все забрали возле самолета. Можно напрямую бежать даже к военке, да? Не заморачиваясь. Тогда давайте дергаем сразу напрямую к военке. Сейчас посмотрим. Хочется, конечно, полутаться еще вот справа. Там много всякого интересного, но там столько зомби. Там вроде бы тоже нету таких жестких именно мутантов. Но там много военных зомбарей. Там справа. Вот, к сожалению, как-то не хочется с ними встречаться вообще никак. Надеюсь, тот игрок оттуда ушел с той точки. Потому как, конечно, тут бегать. Да, ух, тут кто-то на машине гонял. Гляньте. И тогда отсюда мы, наверное, пойдем потихонечку в сторону алтаря. Мы там поторгуем. Обязательно посмотрим, что есть на этом B2B рынке. Может быть, там что-то подешевле есть из вооружения. Та же М-ка может даже есть подешевле. И мы хотя бы ее купим. Ну, посмотрим по вооружению. Нам нужно, ну, хоть какое-то оружие. Потому как, ну, вообще ни о чем. Так как вообще ни о чем. Кстати, на этот сервер тоже перешел мой тиммейт. Вчера, в принципе, с ним списывались. Он писал мне, возможно, мы побегаем здесь еще вдвоем. Вдвоем поинтереснее. И, кстати, вдвоем мы быстрее заработаем с ним на машину какую-нибудь. И глянем, что оно будет. Так, ну я не вижу вроде бы этого чувака, который тут бегал, да? Он бегал в доме, да? Ну нету вроде бы. Вроде бы нету. Давайте тогда сразу с самого начала и всю пролутаем. Да, не видно его. Ну это хорошо, это хорошо. Тогда давайте прямо отсюда сразу же и пройдемся. Я очень надеюсь, что получится найти все-таки тут, ну хотя бы магазины, может, на мое оружие. Хотя бы магазины, может быть. Патроны на то, которое подороже, может быть, оружие.
Так. Да, ничего тут нету, скорее всего, ничего тут и не будет. Он, наверное, залутал все и вышел благополучно. И зайдет минут через 20, через 30, когда появится новый лут. Так что это все беготня в пользу бедных будет сейчас. Меня интересуют больше всего контейнеры, которые в конце стоят. Возможно, там хоть что-то будет. Возможно, там что-то и будет. Тут ничего нету. Да, по-моему, ничего ж нету, я смотрел. Да, вообще пусто. И опять темнеет. Не пойму я. Как-то тут дни быстро проходят. Мы вроде бы зашли час назад. Даже не час, а чуть меньше. И, по-моему, только рассвело. Уже опять смеркается. Как-то тут смена дня и ночи вообще очень шустро идет. Да, тут и было не густо. А сейчас просто все отпылесосили. По полной программе. Чувак на дропе. На дропе, если он на дропе, сейчас он дроп, получается, заберет. И через там час где-то появится еще один. Да, прям стерильно. Вы посмотрите, даже стекла разбитые и те подмели. Вообще ничего. Ни одного патрончика даже нет. Ладно, тут уже должно было что переспавниться, по идее. Капец, конечно, вот это даю. О, что это? Магазин на Вайгу. Вот то, что я говорил, видите, визуально не видно. Охотничьи ботинки. Тоже как-то в текстурах, они в земле. Так, аирдроп. Ящик сломан, ящик уничтожен. Все, я понял. Ну, через 30 секунд будет бах, да, ящик будет уничтожен. Я понял. Так, вот это вот текстуры, конечно, стрёмные. Там, конечно, мусорки какие-то стоят, но не хочу туда заходить. А то зайду и не выйду с тех текстур. Да, пусто вообще. Эй, люди, вы тут что, каждые 20 секунд пробегаете? Ёлки-палки. О, что-то лежит. Магазин. К сожалению, не на мое вооружение. Ну, все равно мы кое-что насобирали. То уже нашли. То есть потихоньку что-нибудь допродадим. Так, а чё ж ты здесь бегала по всем комнатам? Ничего нету. Чё ж ты тут по всем комнатам искал? Тут что-то интересное спавнится? Что-то ты тут не зря ты тут бегал. Где-то что-то ты знаешь. Так, я не забагуюсь? А, нет. Можно пробегать через текстуры, через эти. Прикольно. Да, такого я еще не видел. Прикольно. Это значит мусорки тебе тоже можно обыскать, по идее, да? Да, можно? А кучу мусорную тоже нельзя? Да, прикольно в текстурах бегать. Так, а что у меня вообще с перчатками? Поврежденные пока. Обувь тоже уже все, тоже поврежденная. А я одевал, она была нормальная. Представляете, как быстро тут все повреждается. Изнашивается. Хорошо, что у меня есть во что переобуть себя. Тоже, кстати, поврежденная обувь будет. Но это лучше, чем ничего. Получается, сюда прибегать надо, даже для того, чтобы хотя бы обувь найти какую-нибудь себе. Обуться, одеться. Да, это еще то удовольствие. Ладно, посмотрим. Посмотрим, когда вот банку нашли еды, это уже радует. Сейчас можно ее как бы открыть, даже съесть.
Ну, давайте посмотрим, у нас по еде вообще есть что-то, кроме той одной банки. Да, вот еще есть такое, есть удовольствие. Ножи есть, ножи. Где-то был нож у меня, одну минутку. А ну-ка, тесаком, давайте, тесаком можно открыть? Да, можно открыть банку тесаком, отлично. Вот. Отлично. В принципе, эти персики нам дадут и еду, и воду сразу. Сейчас съедим баночку персиков, а потом тогда съедим уже в следующий раз баночку вот с сердцами с теми, которая именно еду должна поднять. Она просто занимает 4 слота. Она просто 4 слота у нас занимает. А эта занимала 1 слот. Так, ну что ж такое-то, а? Что ж вы так все отпылесосили? Просто какой-то капец. Просто вот вообще нечего взять. От слова совсем. Ладно, как я уже говорил, темнеет, видите, опять темнеет. Что ж так быстро все. О, шлем появился. То есть есть шанс, что там что-то еще есть, какое-то оружие. Есть все-таки шанс. Вот, армейская сумка. Есть фляга. Подождите, с флягой отдельный разговор сейчас будет. Подождите. Подождите. А что, нельзя уже? Все, места нет. Ну, давай сюда. Кепку это вообще выбросить надо. Все, остановись сюда. Флягу нужно обязательно опустошить, опорожнить. А то уже, блин, пили. Уже знаем. Уже пили, уже знаем. Пусть валяется, будет как запасная. Нож, отлично. Штык-нож. Да, видите, немножко появилось здесь, с этой стороны. Там все-таки, наверное, тут чудак побегал немножко. Обувь уже есть какая. О, отлично. И они не поврежденные. Ботиночки для джунглей. Вот это, если бы я один бегал, тут бы сейчас везде уже был бы лут. То есть я бы побегал бы там, по той военке, пособирал бы все, прибежал сюда, и тут уже был бы лут. А так приходится, ну как-то вот так. Машина едет, надо бегом бежать. Машина, там едет машина. Давай, бегом. Сейчас надо бежать бегом по всем этим ангарам. Смотреть, все, забирай. Вижу машину, ребята, представляете? Капец. Это какой-то капец. Но я надеюсь, он хотя бы не будет кепку отбирать, а? Надо быстро очень бежать. Быстро очень смотреть. Все вроде бы пооткрыто. Он уже здесь бегает. Иди нафиг, дядя. Смотрите, носятся, а? Давай. Давай, дружок, давай. Привіт. Привіт, друже. Тут все залутано вже. Та сторона вся залутана. Я це вже закінчую тут і все. Тут залутано. Можеш не шукати. Взагалі пусто. Ні, ящик. А ні, ні, був, але здається на той воєнці. Там, на той. Тут не було. Ось тут не було. Був на той воєнці десь в палатках, здається. Десь ящик був. Якщо ніхто його не вскривав, то був один ящик. О, дякую тобі велике, дякую. Їжа потрібна, так. Дякую. Ну там точно нема ящика, я все там пройшов, там ящика нема. Але ящик десь я тут бігав був, а я тільки тут бігав і на той воєнці бігав і все. Ящик один так точно був. Все, дякую. Давай, гарної гри. Сейчас ящик был на
второй военке. Тут все залутано. Вот, ну как-то так. Все. Хорошей игры, да? Хорошей игры. Тут все залутано. Да, тут все залутано. Прям вот вообще все. Вот, чувак дал мне 2 кусочка мяса. Спасибо огромное чуваку. Ящик есть, чувак, стой, стой, стой. Прочитай, прочитай, чувак, прочитай. Блин, чувак уехал, тут ящик появился. Куда он делся? Слушайте, куда он делся, а, ребят? Ну где-то же здесь он был. Нашелся, ура, ура, ура. Ура! Ну, отблагодарим человека, чем сможем. Ну, все, удачи, я пошел отсюда, бо сейчас будет открывать, сейчас может взорваться. Он, видите, взял в руки. А ну-ка, сейчас. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Блин, хоть бы меня тут не задамажило ничем. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Да, вон он ящик не открытый. Он ищет монтировку. Че, все? А чё ты, Лен? Странно. А чё он не захотел? Как он так быстро бегает? А чё он ящик не тронул? Странно. А вы заметили, с какой скоростью он носится? Или только мне показалось? Что-то я как-то не понял. Это... А это не админ был, а? Гляньте, с какой скоростью он передвигается. Ну я точно знаю, что здесь читеров нету. Да не, вроде бегать нормально. Это у меня какие-то фризы, возможно, были. Ну ладно. Пробежать-то мы везде пробежали, толку нигде не оказалось. Поэтому будем выбегать. И поедем на алтарь. Ну а что ты сделаешь? Вариантов нет, надо торговать. Тут ничего нету. Тут ничего нету. А он, наверное, знаете, что случилось? Он, наверное, подбежал к ящику. И, наверное, его ломик, этот, которым он скрывает все, оказался просто либо заруиненный, либо сильно поврежденный. И он просто не рисковал, наверное, это все делать. Куда он делся? А, вон он полетел. Капец, он шустрый. Он полетел уже на машине. Все, выбегаем отсюда.
Ну, спасибо огромное, дал мясо, как бы я не... А, вон еще один приехал. Смотрите, еще один приехал. Вот это тут, конечно, движ. Да, еще один приехал. И такие машины, как бы, мягко говоря, не ванильные. Чуваки, что вы тут делаете все, а? Что вы тут все делаете? Да, снова темнеет. Снова темнеет, полутались. Сейчас мы выйдем отсюда, посмотрим, коровка, если живая. Может, все-таки коровку вольнем. У нас на войне там 3 патрона было. Уже тут можно будет и пошуметь немножко. Да. Ну, посмотрим. Если она, конечно, там гуляет еще. Так. Быстренько пробежимся. Возможно, получится продаться и купить за деньги, которые мы продадим. Купить что-нибудь хорошее. Может быть, эмку получится купить. Да я вообще не хотел бы покупать. Ну, блин, ну найти, по идее, можно. Но оно-то должно спавниться. Единственное, что он не успевает тут оседать. Его, вот видите, 20 человек, и тут все бегают. Такая точка, конечно, для поиска. Но мне как кепки вообще вариантов нет. Мне как бы нельзя сказать, что я могу здесь поискать, могу там поискать. Я могу просто поискать. Все. Где поискать, мне сильно выбирать не приходится. Так, корова. Тут у нас была корова. Если ее не убили, она где-то гуляет. Нет уже коровы. Угу. Все, корова уже отходилась, отгулялась, судя по всему. Корова уже отгулялась, да. Все, коровы уже нет. Жалко, жалко. А могло быть мясо. Ну ладно. И нигде не разделано ничего не валяется, да? Ну да. Эх. Ладно, держим путь, получается, на алтарь. На алтаре поторгуемся. Посмотрим, что мы тут выторгуем. Если бы нам хватило денег просто на катану, вот даже нам оружие не нужно. Если бы была бы катана как холодное оружие, мы бы с катаной бы обошли бы везде все, кроме мутантов. Мы бы принесли бы в 3-5 раз больше бы, я думаю. И по вооружению, и по всему, ну, как бы принесли все гораздо больше и гораздо интереснее. Ну вот как-то так получается. Да. Так, что у нас тут? Кстати, тут еще можно прокачивать себе, как бы, левелы поднимать различные, получать всякие плюхи на этом сервере. Где-то тут говорили, нажимаем вот достижения. И тут в достижениях убийца зомби вообще ничего не прокачано, у меня он 12%, да? Вот, вы получить все. У меня пока нету. Вымогаю всех наград. Но у меня пока ничего особо по наградам нету. У меня есть, продав душу, я торговал немножко. На 36 тысяч, видите, у меня продано. Можно прокачивать лидер группы, нету. Это я... Открыть инвентарь. Ну, вот такие вот есть моменты прокачанные. И я бегаю пешочком, поэтому вот как-то получается пройти 100 км пешком. Я вот прошел 63 км уже пешочком. Ну вот. До 100 километров, в принципе, немножко. И за каждую прокачку вот этих вещей даются какие-то плюхи небольшие. Ну, там немножко денег-то дают. По чуть-чуть, по мелочи. Ну... Это хорошо. То есть ты как кепка можешь набегать. И, соответственно, и вот сейчас продадим еще. Не знаю, на 20 тысяч, наверное, мы не продадим. А может и продадим. Посмотрим. И что-нибудь да приобретем. Да, такая серия получается у нас чисто беготня. Беготня, лутания. Но без колес, без машины, без вооружения. К сожалению, это вот наш удел.
пока бегать так и лутаться. Так, что нам парень там дал? Гляньте, всякого хлама мы набрали. Вот реально хлам. Но, к сожалению, на начальном этапе без этого хлама ничего у нас и не получится. Придется нам все равно этим хламом торговать, заниматься. Немножко вот оружия даже взяли. Бизон, кстати, есть. На бизон пистолетный глушитель одевается. А на какой он патрон? 308 АЦП. У него, конечно, вооружение еще тоже такое. Так, есть у нас вот рыбка. Пока бежим, давайте рыбки поедим. Сейчас посмотрим, что она нам даст. Та рыбка. Рыбалка как бы тут так и осталась. Охота опять-таки как была, тут так она и осталась. То есть в этом плане тут все хорошо. Ну, как в классике, я имею в виду. Хотя даже по рыбалке, я не помню, когда моды, тут есть моды, да, сервер с модами. Я качал, я не помню, есть ли тут морская рыбалка. По-моему, какая-то рыбалка была модовская тоже. То есть она не просто ванильная в озере, а тут, по-моему, морская рыба, что-то такое. Где-то вот лиса пищит, но я ее пока не вижу. Можно было бы вальнуть, бы попробовать лису. Судя по писку, где-то была лиса только что. А вот здесь, я знаю, есть мусорки. Я когда ночью бежал, я видел, там было пару мусорок. Ну, сейчас посмотрим. Все равно мусорки пока не пропускаю. Мусорки не пропускаю, потому что, ну, без мусорок пока я еще... Может быть, я и выжил бы. Но надо искать. Так, коробка патронов. 338. Что у нас, кстати, с перчатками? Они уже прямо заруинились? Не, поврежденные пока. Даже не сильно поврежденные. Значит, пока еще поищем. Вон он зомби ходит, надо аккуратно. Надо аккуратно мусорки лутать. И спиной не поворачиваться. Это что такое? О, бутылочка самогона. Бутылочка самогона. Да, к зомбям спиной... Блин, вон еще один появился. Его ж не было. Давай отсюда уходим. Ничего хорошего, все, уходим отсюда. На всякий случай топор в руки взять. Там же ж не было никого. Прибежал, там никого не было вообще. Ну... Тут тоже вроде бы никого нету. Я уж не знаю, как ну, доверять. Мусорку обыскать можно? Ну, не, ну самогон в мусорке, это, конечно, да. Кто-то тут зашкерил от бабки бутылку. А, вот что там зомби бегал, он самогон искал. От бабки бутылку самогона зашкерил, так я и то нашел, да? Ну, плохо, значит, спрятал. Как это, мусорка на видном месте была. Кабанина. Кабанина. Да, он уже тот вышел на улицу, та не. Интересно, самогон для чего нужен? Ну, понятно, для чего он в жизни нужен. Здесь, скорее всего, плюс-минус то же самое. Я так думаю. Ну, просто он, скорее всего, что-нибудь долечит. Или его можно продать. Я сейчас все продавать буду стараться. Потому что мне сейчас очень-очень нужны деньги. Мне нужно купить нормальное вооружение. Ну, или хотя бы хоть какое-то более-менее адекватное. Потому что то, что есть сейчас у меня, это просто вообще ни о чем. Просто ни о чем. Кстати, вот тут небольшое озерцо. Может, на нем как-то построиться можно, или слишком близко. Тут есть какие-то ограничения по военкам, насколько я помню.
Ну, то есть там расстояние от военок какое-то определенное должно быть. Было озерцо, можно рыбку... А, вот вы находитесь в рыбоохранной зоне, рыбалка запрещена. Прикольно. Интересно, вот это по поводу рыбалки только что появилось. Это был прикол чисто серверный? Или тут реально нельзя ловить рыбу, а можно только... Тут, наверное, мод стоит, и можно ловить, скорее всего, только в море. Да, в рыбоохранной зоне нахожусь. Понятно. Так, поменяю видеокарту на корм. Вот то, что я говорил, сейчас ищут видеокарты, тут майнить можно. Представляете, в Дейзи уже майнинг дошел, что в Дейзи можно ставить майнинг фермы. Генератор, соответственно, бензинчиком его залил, видеокарты, все подключил и майнишь. А вон уже палаточка чья-то стоит, я вижу, кто-то уже тут облюбовал себе местечко. Тут ничего нету. Да, тут ничего нету. Печально. Печально. Да, вон палатка чья-то стоит. Тоже себе надо покупать палатку, ставить палатку где-нибудь. Тоже, наверное, недалеко от аэродрома. А, кстати, тут есть прикольное место, называется озеро Глаза, по-моему, или озеро, что такое. Может быть, там будет место для того, чтобы построить палатку и построить в дальнейшем базу. А вообще надо будет побывать у всех торговцев, посмотреть, где, куда, чего ближе к каким торговцам. Ну и уже потом уже от этого отталкиваться, ну и смотреть. Наш путь лежит на алтарь. Будем продавать то, что у нас есть, и будем покупать уже что-то посерьезней. Чтобы можно было лутать уже аэродром целиком. Хотя бы не целиком даже, а ту часть, ну, которая только с военными зомби, потому как сейчас это не вариант. Бегать и воевать таким образом. Ну что, ребятки, как вам серия? Как вам серия? По-любому мы еще будем проходить. По-любому мы будем еще воевать и с мутантами, и по другим военкам будем бегать. То есть мы не только будем на аэродром и обратно мотаться. Это у нас сейчас, пока у нас нету никакого оружия. Сами видите, деревни все пустые. Искать какое-то вооружение в деревнях — это вообще бесполезное занятие. Еще одна база стоит. То есть будем как-то жить, выживать, зарабатывать наши первые миллионы, покупать транспорт. Как вам сервер? Пишите в описании. Нравится сервер, не нравится сервер. Сервер называется Adamant PvE. И с вами был Феникс. Подписывайтесь. Подписывайтесь, так как там цель 1000 подписчиков. Ну, к сожалению, двигается не быстро. Хотелось бы быстрее. Поэтому буду рад вашей подписке. Буду благодарен вашей подписке. Отзывам, комментариям. Помогаете этим продвигать наш канал. Помогаете снимать больше, снимать чаще. Возможно, темы какие-то есть интересные, или, возможно, даже игры у вас есть какие-то на примете интересные, для того, чтобы мы продолжали снимать и было еще интереснее. Пишите все это в комментариях. Ну, эту серию будем заканчивать. Давайте, наверное, на этом мы и остановимся, чтобы я уже не показывал вам беготню до алтаря. С вами был Феникс. Скоро увидимся. До новых встреч на этом сервере. Пока-пока.